Привет, привет! С вами Алена. В гостях у нас мужчина, которому мы уже делали забор материала на грибок, и грибок у него подтвердился, поэтому он проходит лечение у доктора-дерматолога, а к нам он пришел на зачистку трещин, которые также сильно его беспокоят. Надо сказать, трещины действительно знатные. Мужчинам, конечно, обычно все равно на эстетическую составляющую, поэтому приходят они только тогда, когда реально уже прям вот припрет. И это тот самый случай, потому что когда трещина идет у нас глубокая, и человек наступает на ногу, пользуется своими пятками, получается трещина до крови, то есть до живых тканей. Ладно, это просто какая-то сухенькая полосочка, но когда трескается в кровь, и она оттуда сочится, мало того, что может попасть грязь, мужчинам, в принципе, обычно пофиг, может она туда попасть или нет. Они же живут по принципу само отвалится. Но вот когда болит, все-таки они до нас доходят. К сожалению, такова статистика. То есть мужчина в районе, лет 50-40 дойдет только тогда, когда прям действительно будет уж совсем, когда припрет совсем-совсем наверняка. В общем, давайте посмотрим, как мы с этим справляемся. За работой мастер Елена. Давайте, кстати, сделаю небольшую оговорочку. Мастер Елена – это не псевдоним, это реально существующий мастер. И у нас мастеров много, но чаще всего контент помогает снимать именно Лена, потому что она уже столько лет спустя просто вот приноровилась и на камеру, и работать, и все два в одном. В общем, Лена – это такая же, как Алена, только Лена. В общем, нас там двое. Вот. Ладно, вернемся к нашим трещинам. Что же Лена будет использовать? Она, естественно, изначально использовала гелевый размягчитель для того, чтобы кожа стала чуть более податливой, спилила основную часть, дальше проработала трещины и проработала на их твердосплавной насадкой Тайфун. Это специальная такая подлинейка, которую выпустили Crystal Nails. Это завод фрез, который в Казани находится. В общем, у них прикольная линейка именно для вот этих вот целей. Она раскрыла и завершила обработку под диском. Все, что можно было, все засняли, все заполировали. И, в общем-то, на этом обработка этой стопы заканчивается, но нас ждет еще и вторая стопа, на которой трещины будут покруче, чем на этой. Вот так вот выглядит готовая ножка, и давайте скорее перейдем ко второй ноге, на которой уже есть две большие трещины, которые мы сейчас тоже будем зачищать. Естественно, в конце мы наложим повязку с мазью, чтобы все заживлялось, потому что трещины такие нельзя только зачистить и отпустить. Обязательно нужно повязку, при необходимости сделать разгрузку, хотя, в принципе, повязка уже будет выступать разгрузкой. Если уж прям совсем плохо, то можно флисивебом разгружать. А тут Лена в картофельном захвате начинает работать с трещинами. Картофельный захват – это когда вот так вот большим пальцем упираются о пяточку. Это сейчас можно наблюдать. Это одна из техник работы колпачком, но научившись один раз, начинаешь практиковать по-разному, пробуешь какие-то способы подобраться. И кроме того, опять-таки, работа на камеру, знаете, это не всегда удобно. Я тоже недавно делала педикюр и решила отснять пятки. И то еще, я вам хочу сказать, удовольствие. То есть Лене вообще памятник надо поставить за то, как она часто и много снимает для нас с вами контента, и сколько всего классного можно показать. Потому что в нашем подокабинете творится просто что-то неимоверное. Тут тоже Лена решила симпровизировать. Она берет кусачки, которыми раскрывает трещину. То есть трещину можно раскрыть разными способами: под дисками, алмазными фрезами, твердосплавными фрезами, либо кусачками. По большому счету не суть, как вы это делаете, то есть как удобно в данной конкретной ситуации, так можете работать. Главное ее раскрыть. То есть вот эти сухие бортики нужно свести на нет, снивелировать. Вот примерно так это выглядит, то есть мы уже можем там разглядеть такую розоватую кожу, это значит, что пора тормознуть хорошего помаленьку, иначе пятка может закончиться, и вообще будут не очень приятные ощущения. Также всем, кто, может быть, не слышал, сколько раз я говорила, но давайте я повторю по поводу того, сколько можно счищать кератоза с пяток. Ни в коем случае нельзя дочищать до розовой попки младенца, то есть пятки не должны становиться розовыми. Где-то 30-40% нужно оставлять этого самого кератоза, иначе человек не сможет ходить. Это очень важно, поэтому не надо стремиться спилить все прям полностью. Это системная процедура, я имею в виду педикюр, которую нужно делать потихонечку. В общем, здесь накладываем специальную мазь с биовоском.
который будет помогать и способствовать наискорейшему выздоровлению, регенерации. Естественно, накладываем это все под пластырь, и чтобы точно все держалось, еще и фиксируем. Вы не поверите, я забыла слово. Такое тоже бывает. Фиксируем вот этой клейкой лентой, которую мы очень часто используем, которая называется тейп. Слава богу, вспомнил. Вот видите, порядка 30 секунд мне потребовалось. Это я просто заговариваюсь. В общем, вот он наш результат. Пяточки до выглядели вот так вот, а сейчас они выглядят вот так. Я считаю, что все получилось круто. Всем большое спасибо за просмотр. С вами была Алена, Заработай Мастер Елена. Берегите себя и свои ногти, и, конечно, пяточки.